Ну ты что, контуженный, да? Это в смысле ненормальный. Пришел с фронта, а в голове все еще воюешь. Вы в 1944-м. Во время Великой Отечественной медики называли контузией разные проявления боевого стресса. А вот свежий документ. Впервые после Второй мировой массовые потери из-за контузий стали наблюдаться во время СВО на Украине. Комиссованных по инвалидности в России уже официально больше 100 тысяч. В Украине тоже наверняка немало. По российской версии у нас же по-прежнему борьба с нацистами, как в 41-45, а с инвалидами этой борьбы тоже будет как тогда. Нам еще чем повезло с тобой, Надюха. Держи. Папке твоему, как инвалиду войны, картошки в районе целых 2 куля выписали. А папка инвалид? Ну, вообще-то, как тебе сказать? Папка твой герой. После той войны инвалидами стали более 2,5 миллионов демобилизованных. И это официально. На самом деле больше. Такой статус давали не всем пострадавшим. Что обещало им советское государство? Как было на самом деле? И как будут относиться к инвалидам нынешней войны в России и в Украине? Я поговорил об этом с ведущими мировыми исследователями этой темы. Молодой человек возвращается с войны, и несмотря на молодость, его волосы седые, у него нет гражданской профессии, чтобы заплатить за алкоголь, который он использует для самолечения, он начинает торговать на черном рынке. И таких историй было довольно много. Как и истории о мужчинах, которые просто сидели во дворе и курили, пока их женщины работали и посматривали за семьей. Сегодня сказали бы, это ПТСР. Ну, то есть посттравматическое стрессовое расстройство, типичное для фронтовиков. Тогда такое поведение вообще не брали в расчет, и медицина еще не сформулировала, терминов этих не было. Если не было явных физических симптомов, государство таких ветеранов инвалидами даже временно не считало. Ну, родные, конечно, понимали, что с человеком не все в порядке. Вернувшись с фронта домой за госсчет, демобилизованный получает комплект обмундирования, разовую выплату и обещание обеспечить его жильем и топливом. Но в Москве, например, в конце 45-го лишь 1% демобилизованных получил жилье или хотя бы был поставлен в очередь на него. Ну, как сейчас с льготной ипотекой под 2% для участников СВО. Пока только шум. По закону о демобилизации у ветерана было 30 дней, прежде чем он должен был вернуться к работе. Но на практике в Ленинграде, например, карточки на еду выдавались только на 5 дней. Так что ветерану нужно было найти работу, если в оставшиеся 25 дней он хотел есть. 15 лет назад страна построила в Москве первый подшипниковый завод. Теперь их стало больше. В послевоенном СССР нехватка рабочей силы. Устроиться есть куда. И политика по отношению к инвалидам тоже не про заботу, а про работу. Как и их заставить. Минимальная пенсия инвалидам первой группы – это самое тяжелое, когда человек вообще работать не может. Это 150 рублей. В 1945 году это зарплата самых низкооплачиваемых работников. Пенсию вскоре увеличили вдвое, до 300 рублей, но по описанию тогдашнему ее хватает на хлеб и рыбу, но не мясо, масло или какую-то одежду, помимо рабочей. В битве на Курской дуге Павел Иванович Белов был тяжело ранен. Медицина оказалась бессильна. Зрение вернуть не удалось. Более 15 лет преподает Павел Иванович историю в школе рабочей молодежи. На прошлом уроке я вам говорил об экономическом развитии Соединенных Штатов Америки. У большинства инвалидов других групп, которые могут работать, пенсия еще меньше. И они как могут используют бонусы от государства. Например, скидку в дорогих коммерческих магазинах. Они там покупают дефицит, а потом перепродают. Например, Магнитогорск. Начало 1945 года. Каждый третий безработный, по тогдашней статистике, безработный инвалид, приторговывает на толкучке. Златоуст – каждый второй.
Наркомат юстиции и Генпрокуратуры поначалу требовал особого подхода к инвалидам войны, впервые совершившим мелкие правонарушения. В результате в 1945 году в Москве почти половина обвиняемых по уголовным делам – это инвалиды войны. Берите. С войны не держал боевого оружия. За 3 года нынешней войны уже немало новостей о преступлениях вернувшихся с фронта. Их наверняка будет больше. О росте преступности из-за СВО уже есть публикации вполне себе официальных специалистов Института Министерства внутренних дел. Домой? Да, отвоевался. И я домой. В отпуск. Когда они еще вооружены, они еще организованы как солдаты во время демобилизации, есть еще опасность. Когда они разошлись по домам, реинтегрировали в обществе, разоруженные, там нет никакой опасности для жизни. Через 2 года после окончания войны государство отменяет доплаты обладателям главных воинских наград, а в декабре 1947-го объявляет праздничный День Победы 9 мая рабочим днем. На бумаге инвалиды войны остаются единственной привилегированной группой. На деле особых условий немного. Вот из письма одного инвалида в Москву в Центральный комитет партии, как бы высший орган, куда писали. Когда были здоровыми, воевали, тогда нужны были, а теперь искалечили, и никто не позаботится. Стой! Стой! По домам везешь? Куда ж еще? Навоевались, хватит уже. Братцы, кто-нибудь из танкистов есть? А что у тебя? Выручай, браток, а то как бы мне трактор не потопить. Никак не управиться с одной рукой. На послевоенных плакатах коллег-ветеранов незаметно. А в жизни их очень много, как минимум каждый 10-й фронтовик тогда инвалид. Десятки миллионов жизнерадостных, здоровых и сильных сталинских воспитанников празднуют сегодня первый всесоюзный день физкультурников. Сталинизм прославлял здоровое тело как символ социалистического будущего и прогресса. Поэтому люди, изуродованные и физически искалеченные войной, противоречили этому образу. Идеальным инвалидом советская пропаганда делает летчика Алексея Моресьева. Он потерял ступни ног, но смог с протезами снова сесть за штурвал. Повесть о настоящем человеке, это про него. До сих пор рекомендуется школьникам к прочтению. По ней поставили оперу и сняли кино. Что же, вы думаете пойти в авиацию? Не думаю, товарищ полковник, пойду. Без ног. Именно без ног и буду летать. Да вы с ума сошли! Когда власти ради международной пропаганды организуют Советский комитет ветеранов войны, то Моресьева как раз включат в его руководство. Сегодня в смысле пиара можно не сомневаться, то же самое будет. Путин 9 мая говорил: «Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу». После Великой Отечественной большая часть инвалидов сумела как-то устроиться, но тысячи покалеченных ветеранов годами побирались. Через 9 лет после войны по стране официально учтено 2545 нищенствующих инвалидов-фронтовиков. Жестокие народные прозвища по характеру увечий. С видимым ожогом, горел в танке обычно, печеный, без рук обрубок, без ноги костыль, без обеих ног на тележке тачка и без рук, без ног самовар. Инвалиды войны занимали видное место в сообществе нищих и бродяг, которые жили на вокзалах, путешествовали из города в город, торговали, воровали в рамках кампаний по борьбе с паразитическими элементами. Очень важная фраза. Паразитическими элементами инвалидов нищих
сгоняли в города и депортировали за 101 километр. Конечно, вернулись и опять депортировали. Через несколько лет после войны официальная интонация меняется. В газетах уже пишут не про героев, а про паразитов с протянутой рукой, про инвалидов. Жесть. Тех инвалидов, кто не может ухаживать за собой, постепенно помещают в особые учреждения. Вот из послевоенного отчета о домах для инвалидов войны в Саратовской области. В столовых на 100 постояльцев 3-4 стола, нередко не на чем посидеть, платяные шкафы или вешалки большая редкость. Не удалось выявить ни одного дома инвалидов, который не нуждался бы в одеялах, матрасах и подушках. В историю войдет заведение на острове Валаам на Ладожском озере. Благодаря художнику Геннадию Доброву. Он побывал там в 1974 году, то есть на его рисунках инвалиды, живущие так уже больше 20 лет. Так сложился миф, что по приказу Сталина улицы быстро очистили от коллег-инвалидов войны. На самом деле это все было не быстро, и не всех инвалидов в такие заведения помещали, и не только инвалидов войны. Леди Маунтбеттен тепло поприветствовала британских военных, только что вернувшихся из отпуска в Швейцарии. В рамках программы реабилитации тяжелораненые солдаты, моряки и пилоты получили всю необходимую помощь. Во второй половине 50-х годов были демонстрации инвалидов войны перед зданием ЦК в Москве, перед Министерством социального обеспечения и еще в других местах. И инвалиды утверждали, что во многих капиталистических странах забота об инвалидах была организована гораздо лучше, чем в стране Советов. Протестные демонстрации инвалидов войны в СССР будут ли сейчас? Всю послевоенную историю пенсий для инвалидов войны в СССР скудные, протезы допотопные, безбарьерная среда, ну это вообще из другой жизни. Знаешь, когда в госпитале меня дорезали вот по сих пор, то таких протезов еще не делали. Я не думаю, что Советский Союз был уникален в подозрительном отношении к инвалидам войны. Если почитать исследования по обеим мировым войнам в Европе и Северной Америке, можно увидеть, что во многих обществах было крайне негативное отношение как к людям с инвалидностью в целом, так и к инвалидам войны в частности. То есть после войны государства торжественно благодарят уцелевших граждан, а потом их кидают. Может быть, в России или в Украине будет иначе. Получается, сейчас у обеих стран есть шанс доказать, что к инвалидам войны можно относиться по-человечески. Дисклеймер. Я сейчас вообще не про укронацистов или расистов. Человек вернулся с войны. Вот об этом речь. Громких историй про ветеранов-инвалидов уже хватает. Недавняя публикация BBC с говорящим заголовком «Почему я должен смотреть на их протезы?» Это про Украину. Про российских вернувшихся, которых не принимает общество, «Новая газета» выпустила потрясающий фильм, есть на Ютубе. Я бы с удовольствием вернулся туда, если бы не нога. Наверное, из-за этого вот... Как бы это выразиться. Из-за вот этой жизни на грани, что ли, я не знаю. Страны разные, воюют за разное, а отношения схожие. Вообще легче представить, что по телеку будут повторять про уважение, а на улице инвалидам скажут «я вас туда не посылал». Тем более, что сейчас за деньги обычно воюют. Ну и типа знал, на что шел. Россия сегодня в каком-то смысле заново переживает отдельные аспекты Второй мировой войны. Она застряла в дискурсах, системе взглядов и образе мышления той войны. Мне кажется, это заметно и в отношении к ветеранам-инвалидам. Россия, например, до сих пор использует советский термин «контузия». В то же время отношение Украины к своим инвалидам войны, возможно, немного более либеральное, более современное. И, может быть, дело не только в языке. У Украины есть доступ к ресурсам Европы и Северной Америки, к их медицинской инфраструктуре. Если говорить исключительно о получении протезов, для украинцев они, по-видимому, изготавливаются из качественных материалов и выглядят более современными.
В одних случаях к ветеранам относятся хорошо и диктаторы, и демократы, и капиталисты, и социалисты, и победители, и побежденные. В других случаях к ветеранам плохо относятся. Это зависит от расклада сил в послевоенном обществе, от уровня организации ветеранов и их политизации, от вопроса, кто кого победить в политическом процессе. Иными словами, в России это будет зависеть и от вас, и от ваших зрителей. В Украине тоже. И мы просто не знаем, как это получится. Делитесь этим видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Может, правда, кто-то знает про своих дедов или прадедов, например, как инвалиды войны устраивали уличные акции протеста перед зданием ЦК КПСС. Ну и сегодняшние инвалиды, чего вы требуете? И добиваетесь ли? Меняются ли взгляды? За что воевал? За что покалечен? Уж этих вопросов у инвалидов Великой Отечественной точно не было. А сейчас